Всем привет! Сегодня печем очередной хлеб на закваске. Этот хлеб подходит для закваски стопроцентной влажности или также для закваски без выбрасывания. Тесто на этот хлеб получается относительно влажное, оно у нас 75% влажности, и я покажу, как сделать так, чтобы у хлеба получились крупные поры. Все ингредиенты для этого рецепта вы сейчас видите на экране, а также они всегда в описании под видео. Для рецепта нам понадобится пшеничная закваска, либо стопроцентная, либо закваска без выбрасывания. У меня закваска без выбрасывания, которой я пользуюсь постоянно. Если у вас еще такой нет, то у меня есть видео на канале, как ее вывести, я оставлю его в описании. Закваску нужно достать заранее из холодильника и покормить так, чтобы она поднялась в 2-3 раза и была на пике. Температура в комнате у меня сейчас 24 градуса по Цельсию или 75 по Фаренгейту. А температура воды у меня примерно 30 градусов по Цельсию, это 86 по Фаренгейту. Можно взять чуть-чуть более прохладную. Если у вас дома прохладно, то воду берем теплую, если дома очень жарко, то воду можно взять немного похолоднее, но не ледяную. По рецепту воды идет 300 мл, однако я сначала налью 290 мл и 10 мл я сохраню, чтобы развести попозже соль. Сюда же в воду добавляем 80 грамм закваски. Закваска, как я уже показывала, на пике, очень активная, подкормленная. Хорошая активная закваска должна плавать на поверхности воды вот таким вот облачком. Хорошая активная закваска всегда плавает, как бы возвышаясь над поверхностью воды. Перестоявшая закваска, которая уже пошла вниз, тоже может плавать, однако она плавает обычно либо вровень с водой, либо уже начинает слегка тонуть. Перемешиваем закваску с водой просто вилкой до полного растворения. По рецепту также сюда идет 400 грамм муки, я использую обычную белую муку общего назначения. Белок здесь у меня 11,7%. По желанию в этом рецепте, в принципе, часть белой муки можно заменить на цельнозерновую. Например, сделать 360 грамм белой муки и 40 грамм цельнозерновой. Снимаем чашку с весов и перемешиваем просто все вилкой в одной чашке. На данном этапе нам нужно буквально соединить все ингредиенты просто в единое тесто, чтобы не было видно сухой муки. Поэтому я сначала вымешиваю все это вилкой, это занимает буквально несколько секунд, а потом я вилку откладываю в сторону и немножко помну тесто руками, до тех пор, пока оно не станет влажным и липким. Как я уже говорила, влажность этого теста 75%, поэтому тесто у нас очень липкое и очень сильно хочется добавить муку. Этого делать совершенно не нужно, продолжаем вымешивать тесто. Если вымешивать тесто становится тяжело, потому что оно все время прилипает, то я обычно мою руки так, чтобы они были чистые и не испачканы мукой и кусочками теста, и на чистые влажные руки тесто уже меньше прилипает. Вымешивала я тесто примерно минуты 2-3, теперь я накрываю его крышкой и оставлю отдыхать при комнатной температуре примерно на час. Час у меня прошел, посмотрите, какое влажное расплывшееся тесто, но оно уже очень хорошо тянется, вот такое липкое, тягучее. Теперь ставим снова чашку на весы и будем добавлять соль и воду. По рецепту здесь идет 8 грамм соли. Соль лучше использовать мелкую, так она лучше растворяется. Если у вас мелкой соли нет, только крупная, то растворите отдельно соль с водой, а потом уже добавьте в тесто. Сюда я также добавляю оставшуюся воду, у нас оставалось 10 мл. Еще раз напомню, 8 грамм соли и 10 мл воды. Снова вымешиваем тесто. Тесто полежало и отдохнуло, и оно стало такое мягкое, эластичное и хорошо смешивается с солью и водой. Продолжаем вымешивать, этот процесс занимает тоже минуты 3. Я вымешиваю тесто, как бы немножко отбивая его об дно тарелки и складывая. Снова отбиваю и снова складываю. В процессе вымешивания теста меняется по консистенции и на внешний вид, поэтому я эти кадры специально не удаляю, чтобы вы видели. Очень важно смотреть на консистенцию теста. Тесто по-прежнему липкое. Я делаю ему последнее отбивание. Оно тянется к рукам, но уже сильно не прилипает. Складываю в комочек и накрываю крышкой и снова отставляем его в сторону. Хорошая температура ферментации для этого теста это 24-26 градусов по Цельсию или 75-78 по Фаренгейту. Мы его будем складывать и растягивать каждые полчаса на протяжении последующих 3-3,5 часов. Всего будем делать 6 растягиваний. У меня уже прошло полчаса, и я делаю первое растягивание. Тесто очень липкое, поэтому пальцы я смачиваю прохладной водой и растягиваю вот эти вот концы. Подхватываю конец теста, тяну его вверх, складываю к центру, подхватываю, тяну, складываю.
Второе, третье, четвертое, пятое складывание я показывать не буду, они абсолютно идентичны, а сейчас покажу шестое. Тесто уже немного поднялось, к этому моменту тесто должно подняться примерно на 30%. Поворачиваем тарелку вокруг своей оси и продолжаем растягивать и складывать тесто. Это последнее растягивание и складывание, шестое. После этого я снова накрою тесто крышкой и оставлю еще на полчаса, и будем заниматься предформовкой. Тесто у меня уже постояло после шестого растягивания, и теперь я его просто хочу отделить от стенок чашки, чтобы мне легче было его вынуть. Еще раз повторю, что к этому моменту тесто должно подняться примерно на 30%. Тесто по-прежнему очень липкое, поэтому обильно присыпаем мукой стол и выкладываем тесто прямо на муку. Из-за того, что тесто липкое, проще всего с ним работать такими быстрыми движениями. Немного подпыляю пальцы мукой и снизу немножко растягиваю в такой прямоугольник. Берем один край теста и подтягиваем его к центру, и второй край теста как бы накидываем с нахлестом сверху. И сворачиваем тесто рулетом. Когда сворачиваете рулетом, старайтесь немного натягивать поверхность, но так, чтобы она не порвалась. Убираю лишнюю муку, чтобы создать натяжение, и подтягиваю такими движениями, как бы сначала толкая тесто от себя и потом к себе, от себя и к себе. Если не делать предформовку и правильную формовку, то хлеб может не держать свою форму, он будет расплываться вширь вместо того, чтобы подниматься вверх. Заканчиваем округлять наше тесто, я оставлю его отдыхать на столе сейчас. Для этого слегка еще припылю муку под него, потому что тесто по-прежнему липкое, и накрою его той же самой чашкой, в которой мы делали тесто. Оставлю полежать тесто при комнатной температуре на столе 30 минут. А пока хлеб отдыхает, я подготовлю корзинку. У меня это обычная корзинка для хлеба, я ее присыплю пшеничной мукой. Можно также воспользоваться рисовой мукой. Присыпаю я достаточно много, потому что хлеб, вы помните, тесто у нас липкое. Посмотрите, какие на тесте образовались пузырьки. Это наши будущие блистеры, те самые пузыри, которые образуются на хлебе после выпекания. Подхватываю я тесто вверх, немножко присыпаю еще муку и переворачиваю тесто липкой стороной вверх. Снова повторяем процесс, как мы делали предформовку, теперь мы формируем таким же абсолютно образом. Складываем одну половинку теста, на нее внахлёст накидываем вторую, стараемся делать это достаточно плотно, но не порвав тесто. Если нужно, присыпайте муку и снова заворачиваем тесто рулетом. Плотно, но так, чтобы не порвать поверхность. Подхватываем тесто и переворачиваем его вверх краями и защипываем все края. И сбоку, и сверху, и с другого боку. Края могут расходиться, ничего страшного в этом нет. Снова проходимся по всем краям со всех сторон. Нам нужно закрыть все края. Подхватываем тесто кондитерским шпателем, чтобы не повредить его. Это проще всего сделать кондитерским шпателем, и укладываем его в корзинку швом вверх. Вот такое тесто интересное получается, очень мягкое. Сверху присыпаем нашу заготовку мукой и закрываем его пленкой. Я закрываю обычно пищевой пленкой, можно убрать просто в пакет. И оставим тесто на столе отдыхать еще минут на 30. И потом, после 30 минут, отправляем его в холодильник. Сейчас у меня уже утро следующего дня, хлеб у меня простоял в холодильнике почти 15 часов, и выпекать я его буду вот в такой чугунной кастрюле. Ставим кастрюлю в духовку и разогреваем духовку вместе с кастрюлей до 250 градусов по Цельсию или 482 по Фаренгейту. Моя духовка и кастрюля уже нагрелись и ждут, кастрюля все еще в духовке, в это время я подготавливаю хлеб. Тесто я только что достала из холодильника уже тогда, когда кастрюля и духовка нагрелись. Тесто очень холодное, смахиваю остатки муки с поверхности теста. Это можно сделать либо кисточкой, но я люблю делать рукой. И нам нужно сделать надрез. Надрез делаем под углом по косой линии от одного края хлеба до другого. Тянем резким уверенным движением. Немножко лезвие опускаем в хлеб на несколько миллиметров, так чтобы разрез был достаточно глубокий. Глубина разреза примерно должна быть около 1 см, то есть лезвие погружается в хлеб примерно на 1 см. Хлеб у меня готов. Я достала кастрюлю и переложу хлеб вместе с пергаментом в кастрюлю, в горячую. Сверху хлеб я всегда обрызгиваю немного водой и также добавляю немного воды на донышко кастрюли.
Делаем все это достаточно быстро, так чтобы образовавшийся пар остался у нас в кастрюле. Накрываем кастрюлю крышкой и отправляем хлеб выпекаться на температуру 250 градусов по Цельсию или 482 по Фаренгейту. Выпекаем с крышкой 20 минут, а затем понижаем температуру на 230 градусов по Цельсию или 446 по Фаренгейту и допекаем хлеб в открытом виде уже без крышки еще 20-25 минут. Хлеб у меня приготовился, посмотрите, какой румяный хлебушек получился. У него очень хорошие блистерсы, эти пузыри на поверхности, очень румяный, красивый и хороший высокий гребень. Благодаря правильной формовке и хорошему натяжению поверхности, посмотрите, какой красивый получился высокий гребень. Корочка у хлеба хрустящая, но сам хлеб очень мягкий. Давайте посмотрим, что внутри. Кстати, хлеб никогда не рекомендуется нарезать в горячем виде, хлебу нужно дать остыть несколько часов, прежде чем его резать. Мой хлеб постоял уже 2 часа, он все еще немного теплый, и давайте посмотрим. Посмотрите, какой красивый мякиш. Этот хлеб всегда получается крупнопористый, у него приятный тягучий мякиш и очень хрустящая вкусная корочка. Мне стало интересно, я решила измерить высоту хлеба, давайте посмотрим. Получается от самого низа до конца гребешка 11 сантиметров. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Как обычно, на все комментарии я отвечаю внизу под видео.